Новая большая речь Трампа. Он провозгласил «Золотой век Америки» со сцены казино в Лас-Вегасе. Трампа обманули? Президент США недоволен министром войны Хекстом. Тот не предупредил, что у США мало ракет. Джей Ди Венс и Масуд Пезешкиан практически одновременно раскрыли секретные механизмы переговоров. Новые удары украинских дронов по российским НПЗ. Теперь горит завод в Ярославле. В Армении готовятся судить католикоса всех армян. Какие обвинения предъявлены? А в Украине в СИЗО может отправиться экспосол в США. 3 дня назад она вернулась из Вашингтона. Северная Корея выпустила ракету в сторону Японии. Ракета Илона Маска упала на Луну. НАСА беспокоится о безопасности спутника Земли. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новая программная речь Дональда Трампа. В казино Red Rock в Лас-Вегасе президент США должен был выступить с речью о налоговых льготах для работающих семей. Однако речь быстро превратилась в предвыборную агитацию перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Но от налогов Трамп быстро перешел к НАТО, Венесуэле и Ирану и пообещал Америке новый золотой век. В этом зале столько любви. Ну как тут можно не любить? У нас прекрасная граница. Наша армия величайшая и сильнейшая в мире. Мы унаследовали ужасный бардак. Я унаследовал бардак от Обамы. И, откровенно говоря, я заново отстроил нашу армию. Но сонный Джо Байден очень сильно ее ослабил. Они все раздали. Они отдали так много. 350 миллиардов, а я бы сказал, это большие деньги. Даже для Даны Уайта это большие деньги, понимаете? Они раздали 350 миллиардов, а я продаю, я все продаю, они готовы были платить. Это европейцы. У них полно денег. У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас. Так нельзя. Я им сказал, так нельзя. НАТО? Я сказал им, мы будем отправлять вам все необходимое, но вы должны за это платить. Они ответили, хорошо. Байден мог сказать то же самое, но он отдавал все бесплатно. И он действительно все испортил. К счастью, теперь наша армия невероятно сильна, и мы строим ее так, как никогда прежде. И все производится в Америке. Очень многое производится прямо здесь. А теперь о коммунистах. Просто послушайте, что записано в официальной программе этих обезумевших коммунистов. Именно эти люди идут на выборы и пытаются прийти к власти. Они представляют огромную опасность для нашей страны. И теперь их программу поддерживают демократы, члены Конгресса Соединенных Штатов. Они официально выступили за прекращение финансирования полиции, прекращение финансирования вооруженных сил Соединенных Штатов, ликвидацию тюрем и полный отказ от тюрем. Им не нужны тюрьмы, потому что, по их мнению, никто не заслуживает заключения. Даже человек, убивший 10 человек. Они хотят ликвидировать ICE, миграционную и таможенную полицию. Им не нужна ICE, а сотрудники ICE – одни из величайших патриотов нашей страны. Помните об этом? Посмотрите, что приходится делать этим ребятам, когда они идут за членами венесуэльской группировки Tren de Aragua. Но теперь я люблю Венесуэлу, понимаете? Я ее люблю. В Венесуэле у нас все идет замечательно. Мы получаем из Венесуэлы очень много нефти и прекрасно с ними ладим. Из Венесуэлы поступают миллиарды и миллиарды баррелей нефти. Это одно из самых богатых нефтью мест в мире. И, как вы знаете, война продолжалась 48 минут. 48 минут. А тем, что мы оттуда получили, мы уже много раз окупили расходы на эту войну. Где вы раньше такое слышали? Нигде вы такого не слышали. Это старый добрый способ, верно? Старый добрый способ. Победителю достаются трофеи, верно? И то же самое мы, кстати, делаем с прекрасной Исламской республикой Иран. Мы разносим их к чертям. Разносим к чертям. Я предпочел бы заключить соглашение, потому что не хочу убивать людей. Я не хочу убивать людей. Но в какой-то момент нам придется... Мы готовились к крупнейшей атаке из всех возможных. Последние несколько месяцев мы наносили им очень мощные удары. Но мы уже были полностью готовы провести крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны. И они позвонили мне и сказали, пожалуйста, не делайте этого. Давайте поговорим. А потом они заявили, мы никогда такого не говорили. Но знаете что? Даже лживые СМИ знают, что они это говорили. Сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, что произойдет. Но они нас уважают. Они нас уважают. Прошло 47 лет. Хотя на самом деле уже 50 лет, потому что о 47 годах они говорят последние 3 года. Значит, прошло уже 50 лет. И ни один другой президент не сделал того, что следовало сделать давным-давно. Потому что у Ирана не может быть ядерного оружия. Не может. Мы также лишаем миллионы нелегальных мигрантов американских социальных пособий.
Это часть борьбы с мошенничеством, которую возглавляет наш замечательный вице-президент Джей Ди Венс. Он отлично справляется. И по мере того, как нелегальные мигранты возвращаются домой, стоимость аренды, продуктов и других товаров первой необходимости очень быстро снижается. Наши расходы стремительно сокращаются. Они все время говорят о ценовой доступности. Когда я принял страну, цены были заоблачными. Уже в мой первый день пресса спросила: что вы собираетесь делать с ценовой доступностью? Они придумали это слово «доступность». Раньше они его вообще не использовали. Они сказали, что яйца стоят слишком дорого, в 4 раза дороже, чем при моей администрации. Я ответил: расскажите мне про яйца. Объясните, о чем вы говорите. Я находился в должности всего 1 день. Я только что выиграл выборы. Было 21 января, на следующий день после. Только 1 день я не проводил пресс-конференцию. Байден мог целый год не проводить пресс-конференций. По очевидным причинам. По совершенно очевидным причинам. Но мы снижаем цены. И как только закончится эта ситуация с Ираном, цены на нефть рухнут. Бензин подешевеет. И за очень короткое время мы завершим то, что можно назвать настоящим чудом. Но помните, мы унаследовали худшую инфляцию в истории нашей страны. Вы должны это помнить. Мы приняли страну. И какой же там был бардак? Но мы снижаем цены. Мы уже снизили цены. И никто не может поверить в происходящее. Когда подешевеют нефть и бензин, а они подешевеют очень быстро, и это произойдет совсем скоро. Процесс уже начался. Все изменится. Посмотрите на сегодняшний день. Нефть уже опустилась до $75. Она продолжает дешеветь. И нам, возможно, придется снова поднять их в воздух. Возможно, придется. Вы знаете, что происходит, когда мы поднимаем их в воздух. Но мы надеемся, что этого не потребуется. Когда цены на нефть и бензин снижаются, вслед за ними снижаются и все остальные цены. Мы проделали огромную работу по снижению цен. И невероятную работу, снова сделав нашу страну по-настоящему уважаемой и успешной. Итак, дамы и господа, вы действительно великие люди. Именно вы построили нашу страну. Дамы и господа, жители Невады. Золотой век Америки уже наступил. Мы живем в золотом веке. Мы делаем то, что прежде все считали невозможным. И то, что произошло благодаря вашей помощи и помощи патриотов по всей этой великолепной земле, просто невероятно. Вы — часть происходящего. Это чудо. Некоторые называют это чудом, а мы называем это хорошим государственным управлением. Президент США Дональд Трамп потребовал от министра обороны Пита Хексета объяснить, почему американские запасы ракет оказались почти исчерпаны за 5 месяцев войны с Ираном. Об этом со ссылкой на 2 собеседников пишет The Washington Post. На заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде Трамп заявил, что его ввели в заблуждение. Президент считал, что дефицит боеприпасов уже устранен. Хексет, по данным издания, попытался возложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Белый дом и Пентагон отрицают и нехватку вооружений, и перепалку. Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт назвала публикацию фейком. Сам Трамп утверждает, что у США огромные запасы и обещает найти авторов утечки. Хексет был одним из главных сторонников войны и убеждал президента, что победа над Ираном будет быстрой. Однако боевые действия продолжаются с февраля. В конце июля США приостановили бомбардировки. Официально. Из-за переговоров. Источники американских СМИ утверждают, Вашингтон израсходовал почти все предназначенные для этой войны ракеты. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал иранцев чрезвычайно трудными переговорщиками и признал, соглашение с Тегераном будет сложным и потребует времени. По его словам, часть иранского руководства хочет завершить войну, другая — продолжить ее. Тем временем, обсуждаемый при посредничестве Омана, план предусматривает передачу Ирану контроля над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Вашингтон эту уступку пока не подтвердил. Я вполне понимаю американцев, которые смотрят на происходящее и говорят, кажется, мы добиваемся прогресса, а затем кажется, что прогресса нет. Но реальность, Лора, такова. Во-первых, с иранцами чрезвычайно трудно иметь дело. Во-вторых, их система расколота. Внутри нее есть люди, которые хотят завершения войны, но там также есть безумные радикалы, желающие продолжения войны. Наша задача — пройти через все это и добиться наилучшего результата для американского народа и президента Соединенных Штатов. Думаю, в конечном итоге мы придем к следующему. Путь будет сложным и потребует времени. Сегодня нефть, насколько я понимаю, стоила $7-9. Цены на нефть снизятся и останутся низкими. У Ирана никогда не будет ядерного оружия, а позиции Соединенных Штатов станут сильнее. Но сейчас мы, так сказать, лишь в середине игры,
а люди уже пытаются заранее судить, чем именно все закончится. Президент Ирана Масуд Пезешкиан фактически признал, что верховный лидер Маджтаба Хаминеи тяжело пострадал при американско-израильском ударе. По словам Пезешкиана, общаться с ним сейчас очень трудно, однако само его присутствие позволяет властям продолжать работу. Хаминеи получил тяжелые ранения лица и ног во время атаки, при которой погиб его отец, Али Хаминеи. С момента назначения новый лидер Ирана ни разу не появился на публике. Но процесс продолжился. Наш новый руководитель был избран. Сейчас с ним очень трудно поддерживать связь, но в любом случае само его присутствие — это серьезная опора для нас, позволяющая продолжать начатое. США восстановили обмен разведданными с Украиной практически до максимального уровня. По данным политика, американская информация помогла Киеву усилить дальние удары по российским военным объектам и энергетической инфраструктуре. Заместитель председателя Комитета Сената США по разведке, демократ Марк Уорнер, подтвердил, сотрудничество заметно улучшилось. Сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что Украина переломила ход войны. Председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер также отметил расширение обмена данными. Особенно эффективными стали атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами. В начале июля серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре вынудила Москву временно остановить экспорт дизельного топлива. По оценке Института изучения войны, разведданные США позволили точнее выбирать цели и превратили отдельные удары в единую кампанию по нанесению России экономического ущерба. Американские системы также продолжают предупреждать Украину о российских ракетных атаках. На этом фоне украинские войска вернули часть территории и стабилизировали линию фронта. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным политика, одновременно укрепил свои позиции в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Вашингтона с Москвой фактически остановились. Специальный посланник президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер заняты войной с Ираном. Киев рассчитывает использовать паузу и военные успехи для давления на Кремль. Сотрудничество стало взаимным. Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Киев располагает ценной разведывательной информацией о России. Во время июльского визита в Вашингтон Зеленский также передал Трампу сведения о российской помощи Ирану. Белый дом расширение обмена официально не подтвердил. Украинские дроны второй раз за 2 суток ударили по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Генштаб Украины сообщил о 3 очагах пожара. Российские власти признали повреждения резервуаров. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сначала заявил, что все беспилотники уничтожены, однако позднее сообщил о 4 раненых. Всего над областью якобы нейтрализовали 93 дрона. Славнефть Янос – один из 5 крупнейших НПЗ России. Он перерабатывает до 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо. Только с начала года предприятия атаковали не менее 7 раз. Это часть системной кампании против российской нефтепереработки. По оценке Генштаба Украины, ударами поражены мощности, равные почти 43% проектной переработки России. Московский НПЗ полностью остановлен как минимум до конца года. Производство бензина в России, по расчетам Reuters, покрывает лишь 65% летнего спроса. Ежедневно стране не хватает до 45 тысяч тонн. Еще до нового удара в Ярославской области фиксировали пустые колонки и километровые очереди. Россия запретила экспорт топлива и начала закупать бензин в Беларуси, Индии, Казахстане и Марокко. Поставки белорусского бензина с начала года выросли в 25 раз. Высший антикоррупционный суд назначил бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной залог в 6 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала более чем вдвое больше – 13 миллионов 300 тысяч. Стефанишина обязана являться по вызовам детективов НАБУ, прокурора и суда, сообщать о смене места жительства и не общаться со свидетелями. Решение принял судья ВАКС Виталий Нагачевский. Следствие утверждает, в июне и июле 2024 года Стефанишина поручила своей подруге Татьяне Мазуренко приобрести 2 квартиры в киевском жилом комплексе Файна-таун. Подозрения бывшей чиновницы вручили 5 июля. Стефанишина заявила журналистам, что ей и членам ее семьи угрожают. Возвращаться на государственную службу она не планирует. За 2 дня до решения суда Стефанишину уволили с должности посла Украины в США. Следующее заседание назначено на 10 октября. Глава Армянской апостольской церкви предстанет перед судом по уголовному делу. 7 августа в Эчмиадзине состоится первое предварительное заседание по делу католикоса всех армян Горегина II и еще 6 высших иерархов. Их обвиняют в воспрепятствовании исполнению решения гражданского суда. В январе церковь сняла епископа Геворга Сараяна с должности главы Масиатсотской епархии. Сараян поддержал требования премьер-министра Никола Пашиняна сменить руководство церкви и сам призвал Горегина II уйти в отставку.
Суд временно восстановил епископа и запретил мешать ему управлять епархией и ее финансами. Однако Высший Духовный Совет заявил, что назначение духовенства регулируется церковными канонами, и лишил Сараяна сана. Следствие расценило это как сознательное неисполнение судебного акта. Горегину II и остальным обвиняемым грозит до 2 лет заключения. Всем запрещено покидать Армению. Это самое серьезное уголовное дело против руководства церкви, которую Горегин II возглавляет с 1999 года. Он благословлял президентов, принимал папу римского Франциска и возглавлял церемонии памяти жертв геноцида армян. Церковь ведет свою историю с принятия Армении христианства в 301 году и объединяет миллионы верующих в стране и диаспоре. Конфликт обострился после потери Нагорного Карабаха и восстановления контроля Азербайджана над этими территориями. Иерархи требовали отставки Пашиняна. Архиепископ Баграт Галстанян возглавил массовые протесты и теперь находится под домашним арестом. Архиепископ Микаэл Аджапахян получил 2 года заключения за призывы к смене власти. Пашинян, переизбранный в июне, требует отставки Горегина II и без опубликованных доказательств обвиняет церковь в работе на Россию. Церковь это отрицает. Армянские правозащитники и международная организация «Форум-18» называют процесс вмешательством государства во внутренние дела религиозной организации. Третий общенациональный блэкаут менее чем за 2 недели произошел в Грузии. Вечером 5 августа электричество одновременно исчезло в Тбилиси, Батуми и других городах. Остановились метро и поезда, возникли перебои с интернетом и мобильной связью. Пассажирам пришлось покидать вагоны тбилисского метро пешком. Предыдущие масштабные аварии произошли 24 и 25 июля. После них специалисты решили проверить слабые места энергосистемы. Член Национальной комиссии по регулированию энергетики Георгий Пангани сообщил, новый блэкаут совпал с плановыми испытаниями агрегатов Ингурской гидроэлектростанции. Во время проверки энергосистему перевели в изолированный режим. Специалисты заранее допускали риск ее полного отключения. И именно это произошло. Электроснабжение восстановили примерно через час. Почему испытание привело к обрушению всей сети и что стало причиной 2 июльских аварий, власти пока окончательно не объяснили. Таким образом, за 13 дней практически вся Грузия оставалась без электричества уже трижды. Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Южнокорейские военные зафиксировали пуск около 5 часов вечера из района портового города Вансана на восточном побережье КНДР. По данным Министерства обороны Японии, ракета упала возле восточного берега Корейского полуострова. Она не достигла территории и исключительной экономической зоны Японии. Сообщений о повреждении самолетов и судов нет. Токио, Сеул и Вашингтон совместно анализируют характеристики боеприпаса. По нашим оценкам, запущенная баллистическая ракета упала у восточного побережья Корейского полуострова. Признаков ее падения на территории Японии или в пределах нашей исключительной экономической зоны нет. На данный момент сообщений о повреждении самолетов или судов, находившихся в этом районе, не поступало. Неоднократные действия Северной Кореи, включая многочисленные запуски баллистических ракет и других видов вооружений, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и создают серьезную угрозу безопасности населения. В связи с последним запуском мы по дипломатическим каналам через наше посольство в Пекине заявили Северной Корее решительный протест и самым строгим образом осудили этот акт. Это первое подтвержденное ракетное испытание КНДР с 25 июня. Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями тактических баллистических ракет, модернизированной 240-миллиметровой реактивной системы и новой 155-миллиметровой самоходной гаубицы. Новый пуск состоялся накануне американо-южнокорейских учений «Льчи. Щит свободы», запланированных на 17-27 августа. Пхеньян называет такие маневры подготовкой вторжения. За 2 дня до запуска сестра руководителя КНДР Ким Йо Джон пригрозила Японии дополнительными военными мерами после первого пуска американской крылатой ракеты «Томагавк» японским эсминцем. 4 тонны космического мусора компании SpaceX врезались в Луну со скоростью почти 8700 км в час. Это отработанная 2-я ступень ракеты Falcon, 9 размером со школьный автобус. В январе прошлого года она отправила к Луне посадочный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace, но после отделения груза осталась неуправляемой. Солнечная активность и лунная гравитация постепенно изменили ее орбиту. 5 августа ступень упала возле кратера Эйнштейна на западном краю видимой стороны Луны. Снимки южнокорейского орбитального аппарата и НАСА показали следы столкновения. По расчетам агентства, образовался новый кратер диаметром около 18 метров и глубиной до 4. Сам момент удара не сняли. Орбитальные аппараты находились в неподходящих точках. Однако очень большой телескоп в Чили обнаружил облако пыли размером в десятки километров. Оно оставалось заметным до 10 минут.
В нем нашли натрий из лунного грунта и литий, предположительно из аккумуляторов ракеты. Удар был непреднамеренным. Теперь НАСА и SpaceX обсуждают, как не допустить падения космического мусора рядом с будущими лунными базами. Испания готовится к первому за 114 лет полному солнечному затмению над Пиренейским полуостровом. 12 августа Луна полностью закроет Солнце, а полоса тени пересечет страну с северо-запада на восток. Тысячи наблюдателей приедут из разных регионов Испании и из-за рубежа. В деревне Сан-Агустин-дель-Посо затмение будет встречать 67-летний Хоакин Тапиолес, бывший пастух, а теперь астроном-самоучка по прозвищу «Галактический пастух». Когда я разговаривал с людьми и не рассказывал, чем на самом деле зарабатываю на жизнь, все шло прекрасно, все было хорошо. Я беседовал с ними об астрономии и самых разных вещах, никаких проблем не возникало. Но, друг мой, стоило мне сказать, что я пастух, как люди настолько менялись, что после этого уже мне не верили. Так и появилось это прозвище, поэтому я стал называть себя галактическим пастухом. Интерес к космосу появился у Тапиолеса еще в детстве. До рассвета Хоакин помогал отцу пасти овец и однажды увидел метеорный поток. Отец объяснил мальчику, что это звезды падают с неба. Спустя десятилетия Тапиолес самостоятельно спроектировал и построил обсерваторию. Ее вращающийся купол возвышается над красными кирпичными домами деревни. Телескоп Хоакин также собрал сам, а управляет им при помощи контроллера от игровой приставки. Так много людей не видят того, что открывается нам по ночам. Например, я знаю, что в деревнях многие ни разу не рассматривали Луну в телескоп, хотя она прямо здесь. Сейчас ее видно в южной части неба, она находится в растущей фазе. Люди уходят из жизни, так ни разу и не увидев Луну вблизи. Так происходит и в моей родной деревне. Очень немногие местные жители побывали в обсерватории, хотя я всегда рад их принять. Я не беру с людей денег за возможность прийти и увидеть чудеса неба. Обсерватория существует на пожертвования посетителей. Обычно Тапиолес проводит экскурсии и показывает людям планеты, галактики и звездные скопления. Но 12 августа объект будет закрыт. Редкое затмение, астроном решил наблюдать вместе с семьей. Иначе, говорит он, придется помогать посетителям. И можно самому пропустить главное событие. На телескопе Хоакина размещена наклейка НАСА. В 2005 году Тапиолес вместе с другими астрономами-любителями участвовал в наблюдениях для американской миссии Deep Impact. Космический аппарат направил ударный модуль в комету Темпеле-1, чтобы исследовать вещество под ее поверхностью. За собранные данные испанец получил благодарность НАСА. Полное затмение – удивительное явление. Луна проходит между Солнцем и Землей и отбрасывает тень. Если вам посчастливится оказаться прямо на пути этой тени, вы увидите очень-очень темный диск, Луну, закрывающую Солнце. Если говорить о впечатлениях, то если вам посчастливится оказаться в полосе полного затмения, вы увидите, как наступает темнота, а птицы внезапно начинают щебетать. Животные будут сбиты с толку, а по всему горизонту возникнет круговой закат. Такой эффект создает солнечный свет над теми участками Земли, которые находятся за пределами темной полосы затмения. Затмение 12 августа станет только началом так называемого Иберийского трио. 2 августа 2027 года Испания увидит еще одно полное затмение, самое продолжительное в Европе в 21 веке. А в январе 2028 над полуостровом пройдет кольцеобразное затмение.